Теперь на гид-курсе для вас доступен мастер-класс под номером 5 «Каре. 3 формы в одной стрижке». Ее зовут Екатерина. И вот у нас такая вот база. Как мы определяем, какая была стрижка до этого? У нас получается объем вот в этом месте. Здесь объема нет. Надо посмотреть, какая была вообще линия подстрижена. С вами линия все-таки такая идет тяжелая, массивная. И мы с вами должны определить, какой угол градуировки у нас был. Треугольничек есть, значит, соответственно, стриглось все здесь. И, как видите, у лица идет у нас удлинение. Несколько форм. Значит, соответственно, здесь еще у нас пойдет соединение равномерной, каскадной и градуировки. То есть вариант удлиненной челки, как вы видите, мы оставляем. Получается, что где-то я должна буду убрать 2-3 сантиметра у лица. Где-то сантиметра на 3 надо тоже будет укоротить. И приблизительно направляем наш наклон. У нас линия сгиба здесь. У меня пальцы стоят параллельно моему рабочему пробору. Плотно прижали к шейке. И мы с вами должны проверить лево-право. Все одинаково. Надо переместить объем вот на эту зону. Натягиваете, естественно, волосы перпендикулярно голове. С вами думаем, какой же угол нам задать. Здесь будет у нас выше. И объемчик будет побольше немножко. Будем стричь на 60 градусов. Натяжение к голове у меня будет опять же 90. И вижу свои заданные линии. Разделила пополам свою только что простриженную зону. Вижу свои две контрольные точки. Вот она. Низ я не свожу, задаю прямую линию, где сходятся у меня все волосы. И посмотрите, как у вас должна идти линия. И продлеваем. Отчесываем вновь. В центр. Потому что мы всегда стрижем с вами, начиная с центра, параллельно полу. Продолжаю свою линию. Теперь ваша контрольная перешла уже в диагональ. Видим наши контрольные точки. То есть вы линию держите, чтобы вы ее видели. Вот она линия. Получается удлинение. Одна, вторая. Последнюю подтянула. У меня нет цели свести снизу. Очень много будет тонких волос сверху, а низ будет, видите, он не соединенный, внизу коротенький. И здесь вот методом поинтинг мы с вами это все дорабатываем. Обязательно проверяем через натяжение. Делаем натяжение по касательной. Здесь у меня уже контрольная видна, и я ее ввожу. Она опять же ровненько. Перешли через диагональ. Контрольные точки я свои вижу, соединяю. Давайте покажу линию, что я ее продолжила. Да, вот она моя линия. Находите одну линию, где соединяются у вас волосы. Обязательно лево-право. Височки на одном уровне. У нас идет легкое удлинение, значит, соответственно, пробор соответствует линии срезана. Свою контрольную линию я вижу. Вот она. И по ней я буду делать удлинение к лицу. Натяжение 0. И дочищаем нашу линию. И проверяем длину. Поэтому мы с вами ориентироваться должны на что-то. Ну, конкретно вот на ушки. Так как у нас с вами блок затылочный весь прострижен, контрольная прядь у нас вот здесь вот получается на затылке. И подтягиваем к нашему заданному контрольному блоку. Вы должны встать приблизительно 45 градусов в голове. Контрольные свои точки я, как всегда, вижу. И я ввожу. Насколько хватает длины, подтягиваем. Контрольная прядь мы берем за ухом, то есть, соответственно, 0. Насколько хватает длины. Мы с вами отпускаем вниз волосы по естественному распаду. Также под 45 градусов встаем. Натягиваем, убираем. Контрольная, вы помните, у нас здесь за ухом. Если мы оставим вот так, объем будет на вот этой линии. Задаем длину. Себя проверить, не сместились ли вы с центра. Чуть попышней на этой зоне. Контрольная точка моя. Вот она. И мы с вами простригаем, дочищаем виски. Идет ровно по центру. Поэтому вы ищете линию распада челки. Задаем самую короткую точку. И все подтягиваем к
слева и справа. У нас 90 градусов вы поднимаете. Обязательно проверяйте, чтобы у вас здесь тоже все сошлось. С вами получилась линия. Достаточно объемная у нас, но в то же время массивная. Вот она видна, эта линия. Мы с вами должны немного ее размыть. Она должна быть четко отчесана. Ножницы ставим перпендикулярно пряди. И ее мы тоже с вами доработаем. Видите, какая у нас огромная уже шапка получилась волос. Отчесали, значит, челку. Так. Перехватили, вывернули ее. Даем зеркало. И, конечно же, мы со всех сторон сейчас вам ее покажем, какой у нас результат получился. Вот видите, какой. Ну, вы не забывайте, что волосы вы раскладываете руками для того, чтобы было просто такое жизненное движение, да? Живое движение. Не надо делать каску, потому что каски не в моде. Ну так, Катюша.